Всем привет, с вами Ганзи, и это новая часть сюжета «Цепи судьбы». Хочу лишь просто напомнить, чтобы вы не забывали про актив. Лайки, комментарии, подписки, репосты своим друзьям. Это самое крутое, что вы можете сделать для этого сюжета, и причем бесплатно. Так что я не вижу никаких преград, чтобы прямо сейчас написать комментарий от 5 слов, и потом после просмотра опять написать комментарий по теме этого сюжета от 5 слов. Будет круто. Вы быстрее наберете 150 комментариев. Но только хочу попросить, чуваки, не спамьте там буквы А, Б, Б. Не спамьте одно слово или одну фразу по 10 раз. Лучше напишите 1, 2, 3, может быть, комментария от 5 слов, но по теме сюжета, либо что-то внятное, но не спам. Это наоборот ухудшает статистику и делает только хуже видосу. Надеюсь, вы меня поняли. Ну и давайте уже начнем. Цепи судьбы. 9 часть. Глава 9. Затишье перед бурей. Когда мы доставили тело Аками, сенсея вызвали на длительный допрос. Ясное дело, это всполошило всю верхушку Конохи. Неизвестный шиноби пробрался в деревню и чуть не убил 3 ниндзя. После переключились на меня, Рин и Какаши. Сначала вызвали Какаши, а через несколько минут Рин. Это было странно, потому что меня оставили ждать. Ребята почему-то выходили довольно молчаливыми, даже грустными. Минато-сенсей положил им руки на плечи и утешительно проговорил: «Вы отлично постарались. Я горжусь вами. Несмотря на все трудности, мы действовали как одна команда. И я бы хотел, чтобы вы запомнили эти моменты, потому что подобное может произойти в будущем. Положиться на товарища в трудную минуту не есть проявление слабости». Какаши слегка отвернул голову. Рин весело кивнула. Я немного задумался, потому что мне предстояла беседа с самим Хокаге. Минато-сенсей вывел меня из размышления. «Обита? Да, простите. Ничего. Я просто предложил это отметить порцией рамена». «Вы любите рамен, учитель?» Весело проговорила Рин. «Да, просто у меня так много купонов», неловко отвечал Минато. «К тому же я так проголодался, что съел бы целого быка». От слов о еде наши животы в унисон заурчали. Я глянул на Какаши. «Похоже, даже тебе захотелось лапши». Обычная естественная потребность. Мне просто до дома не хочется ждать. Зануда», процедил я. «Да ладно вам, это же здорово, отметить успешное окончание миссии вкусной едой», воскликнула Рин, обнимая нас обоих. «Точно сказано», поддержал ее сенсей. «Обита, как закончишь, приходи. Не хочу, чтобы ты остался без награды, ведь ты выложился больше всех». «Нет, что вы», тихо отнекивался я. «Не считаю, что кто-то старался больше или меньше. Мы все выложились на 100%. Минато тепло улыбнулся и потрепал мои волосы. «Скромность – весьма хорошее качество, Обита, но не принижай свои заслуги. Знай, что я горжусь вами в равной степени». «Спасибо, сенсей». «Минато-сенсей, думаю, нам надо идти, а то вы еще долго будете слушать его заикание», язвительно произнес Какаши. Я злобно рычал, желая дать ему тумаков, как вдруг из кабинета 3-го вышел член отряда Анбу и, смотря на нас, сказал спокойно и холодно: «Обита Учиха, прошу пройти, вас ожидают». «Да, идите, я догоню. Ничего не бойся, просто честно ответь на вопросы», сказал сенсей. «Мы будем ждать», мягко проговорила Рин. «Главное, не опозорься», как всегда вставил свою лепту Какаши. Я кивнул и зашел в кабинет. Личный кабинет 3-го Хокаге больше напоминал додзё. Аккуратно разложенные татами, стойки с благовониями и свечами, на стенах висели свитки с различными иероглифами: честь, отвага, душа, агония и другие. Сам Хирозан Сарутоби сидел на небольшой подушке, работая за маленьким столиком. Рядом с ним лежали свитки различных цветов. Каждый из них тщательно отсортирован в свою группу. В комнате стоял легкий полумрак. Свечи освещали старое лицо, покрытое морщинами. «Господин Хокаге, Обита Учиха прибыл». 3-й поднял голову, отложил свою кисть, которой что-то усиленно выводил на бумаге, и, улыбнувшись, проговорил: «Обита, прошу, проходи. Оставьте нас». Шиноби из Анбу поклонился и вышел. Я же осторожно подошел и остановился перед главой деревни. Мне никогда не доводилось бывать в его личном кабинете, так что мое удивление вполне логично. Здесь веяло чем-то величественным, будто бы время в этом месте навсегда остановилось, сохранив атмосферу прошлого. 3-й вытянул руку вперед и ладонью указал на подушку, что располагалась рядом со мной. «Присаживайся, пожалуйста». «Благодарю вас», – громко отчеканил я, стараясь не выдавать неловкости.
гости. После этих слов я уселся как можно скромнее. Третий удивленно посмотрел на мою причудливую позу и рассмеялся. «Тебе нет нужды переживать, Обита. Представь, что я пригласил тебя в гости. Здесь тебе нет нужды соблюдать условности. Будь собой, мальчик мой». Легко сказать. Часто ли Хокаге зовет кого-то в гости? Вот и я такого не помню. А учитывая лица, с которыми вышли Рин и Какаши, беседа будет не в очень-то и дружественной форме. Тем не менее, нужно расслабиться, иначе точно ляпну какую-нибудь глупость. Я сел более размашисто. Третий одобрительно покачал головой, закурил и, втянув в себя немного табачного дыма, начал спокойно и мягко. «Обита, я очень доволен, как вы справились с миссией. Более того, я намерен засчитать ее за 2. Поиск кошки, который изначально подразумевался как миссия ранга Д, обернулся битвой с вражеским шиноби. Это уже ранг Б. Конечно, вы генины не должны подвергаться такому риску. Я безмерно счастлив, что все закончилось благополучно». «Благодарю вас за беспокойство», – почтительно сказал я. «Тебе не за что меня благодарить», – все так же по-доброму говорил третий. «Это я должен делать. Но как бы мне не хотелось тебя похвалить, моя обязанность как Хокаге состоит в том, чтобы разобраться в ситуации. Поэтому я бы хотел, чтобы ты ответил на некоторые вопросы». «Да, господин Хокаге». «Хорошо, спасибо. Что же, Минато рассказал мне общую картину, которая произошла. Значит, вы помогли Нинеко?» «Да, сначала он был нашим врагом, если можно так сказать. Я и Какаши смогли поймать его, а Рина-сенсей узнать истинную причину похищения Пушинки. Как оказалось, Аками хотел провести что-то вроде ритуала». «Что-то вроде?» – уточнил третий. «Да, и я затрудняюсь ответить, ведь после того, как он активировал свою технику, его речь лишилась всякого смысла. До самого конца я опешил, ведь Аками видел того меня, что был убийцей и злодеем. Не зря ж он меня демоном смерти назвал». «Он что?» – продолжил мою мысль третий. Простите, он был безумен. Его глаза сверкали кроваво-красными огнями, речь была наполнена оборотами, не относящимися к ситуации. Это весьма давило, поэтому я не могу дать точного определения ситуации». Да? По-моему, как для ребенка ты даешь даже слишком исчерпывающие объяснения». Третий прикусил свою трубку и, прищуриваясь, смотрелся в мои глаза. В потоке мыслей я совершенно забыл, что сейчас я юнец, который недавно закончил академию. Может быть, Какаши такое поведение присуще, так как он гений, но остальные знали меня совсем другим. Внимательность третьего меня настораживает. Я неловко улыбнулся. Хирузун вновь улыбнулся и провел кистью по бумаге, что-то записывая. Выпустив колечко дыма, он продолжил. «Тело Аками весьма обгоревшее. Судя по докладу, техника была применена тобой». «Да, техника огненного шара. Одна из любимых в клане Учиха». «Именно. У нас считается, что тот, кто не овладел ею, не может считаться настоящим Учихой. Традиция». «Ха-ха. Все мы стараемся чтить память предков, что хранили жизнь наших кланов. Каждый по-разному», — отметил третий, слегка кивая головой. «Что за отметки были на его теле? Удалось ли тебе разглядеть?» «Ну, в целом да. Это были татуировки цепей. Они тянулись по всему его телу, соединяясь в области пупка, где был вытатуирован какой-то замок. Когда он применял технику призыва и того красного дыма, цепи пропадали». «Вот как? Весьма интересно. Что же, тогда позволь последний вопрос. Какаши сказал, что в момент применения красного дыма ты бросился помогать Рин». «Да», – проговорил я тише. «Он отметил, что видел, как на тебя напала адская гончая». «Именно так». «После этого, со слов твоего товарища, перед тем, как дым затянул все вокруг, Аками подошел к тебе на близкое расстояние. Какаши и Минато почувствовали изменения в твоей чакре». «На самом деле это...» – начал я в полной растерянности. Голова третьего пристально следил за каждым моим жестом. Чего он добивается? «Все совсем не так».
Да, не мог бы ты описать происходящее с твоей позиции? Я выдохнул. Сейчас надо максимально точно подбирать слова. Наша милая беседа по какой-то причине превратилась в допрос с пристрастием. Аками в своем бессмысленном бреде вещал о муках, которыми он наградит меня за то, что я посмел помешать акту его мести. Он применил технику, и мое тело сковало на некоторое время. К счастью, рядом был мой клон. «Клон?» – удивленно спросил третий. «Ага. Я создал его перед тем, как погрузиться в красный дым». Само собой, я нагло врал. Уже в тот момент я осознал, что лишь применив Шаринган, я смогу одолеть Аками. Старик старательно записывал каждое мое слово. Ситуация выходит из-под моего контроля. Что же было потом? Мой клон принял весь удар на себя. Мне нужно было время, чтобы собрать остатки чакры. Если бы у меня не было этих нескольких минут, то, очевидно, я был бы мертв. Ты что-то почувствовал, когда клон рассеялся? Спокойно и непринужденно проговорил господин Хокаге. Я машинально хотел ответить, но меня словно поразил удар молнии. Быть может, Генин не уловил бы подвоха, но мне все стало ясно. Дело в том, что обычная техника клонирования подразумевает создание нематериальной копии самого себя, без какого-либо вещества. Подобные клоны не отбрасывают тень, не атакуют, не имеют своих мыслей, если это можно так назвать. Однако более совершенные клоны, теневые, земляные, водные и прочие, содержат в себе вещество и часть чакры владельца. Этим, казалось бы, невинным вопросом третий с легкостью мог прижать меня к стенке. Теневой клон, которого я чуть не создал во время экзамена на Генина, запретная техника, созданная вторым Хокаге. Хитрый старик, что же ты задумал? А, это же просто клон, почему я должен что-то чувствовать? Сказал я максимально наигранным удивлением. Ну да, прости, задумался, видимо. Продолжай. Остаток истории совпадал с показаниями остальных членов моей команды. Третий поставил точку и отложил свою кисточку. Это все, что ты хотел бы мне рассказать? Да, это все, что я помню. Хокаге встал со своего места, вытряхнул пепел из трубки. Его взгляд выдавал глубокую задумчивость. Мне было очень некомфортно. Настолько, что я даже заерзал на своем месте. Наконец он повернулся ко мне с привычной старческой улыбкой и спросил: «Обита, пробудился ли твой Шаринган?» «А?» – удивился я, но не растерялся, а грустно выдал: «Пока нет, господин Хокаге». «Вот как. Видимо, я сильно напугал тебя этим допросом». «Что вы? Я понимаю, что для этого есть причины». «Именно. Данный инцидент может вызвать ненужный страх среди населения деревни. Старейшины уже потребовали разобраться в этом вопросе как можно скорее. И я как Хокаге не могу позволить, чтобы какой-то псих причинил вред жителям. То, что произошло, результат моей невнимательности к безопасности деревни. Поэтому я очень благодарен тебе за честность, Обита». Мне стало не по себе. В последнее время я стал мнительным и недоверчивым. Чем больше знаешь, тем больше приходится продумывать. И я понимаю, что третий хочет лишь защитить деревню. Я разделяю его цели, но за ним стоит Данза, который был извечной занозой в заднице всей Конохи. На данный момент я спрячу свои чувства внутрь и буду следовать своему плану. Поверьте, все жители безмерно ценят ваши труды. И позвольте задать вопрос. Вопрос? Что же, после того, как я столько тебя тут держу, думаю, это будет справедливо. Спрашивай. Аками, его тело покрыто татуировками, но даже мне понятно, что это своеобразная форма печати. Удалось ли выяснить что-нибудь о них? Хоть я и не должен распространяться об этом, но твой вклад в победу над врагом был велик. Поэтому скрывать бессмысленно и нечестно. К тому же, смотря на тебя, я ощущаю, что могу тебе доверить эту информацию. Я не подведу вас, очень почтительно и громко проговорил я. Какой бойкий парень, ты прав, Обита. Своеобразная форма печати это. К сожалению, большая часть тела Аками была опалена пламенем техники. Простите меня, проговорил я, склоняя голову. Ничего, не думаю, что в подобной ситуации есть время, чтобы выбирать, каким дзюцу одолеть врага, особенно когда на кону жизнь друзей. Так вот, Минато лично проводил осмотр неповрежденной кожи, на которой сохранились элементы печати. Многие символы им не ясны, но одно стало понятно точно. Клан Узумаки помогал в создании этой печати. Это же клан Кушины, так?
Мне не имело смысла уточнять. В погоне за Наруто я изучал историю Узумаки, но последними, кто знал о техниках и бытие клана, были Кушина и Минато. Но из-за моего ужасного плана они отдали жизни, защищая Наруто и деревню. Сейчас я могу узнать нечто новое, что может помочь в будущем, поэтому придется строить из себя недотепу. «Именно. Что тебе еще известно?» – Спросил третий, приятно удивленный моими знаниями. Особо ничего. Знаю, что символ водоворота – это клановый символ Узумаки. Он расположен на спинах наших жилетов, как знак дружбы между Конохой и деревней водоворота. «Прекрасно. Очень приятно знать, что молодое поколение шиноби помнит и ценит прошлое, даже если порой оно бывает не таким уж и радостным. Довой-сенсей обучался у клана их техникам, поэтому он сразу распознал символы и методику расположения печати на коже. Позже он пояснил, что печать довольно древняя и в ней много недочетов. К сожалению, проверить все досконально нет возможности. Почему? Деревня, скрытая в водовороте, уничтожена около 7 лет назад. К сожалению, Коноха не смогла помочь. Единственными наследниками тайн клана остались Кушина и Минато. Это еще одна причина, почему я хочу так тщательно изучить этот инцидент. Остальных подробностей, увы, сказать не могу. Нам придется засекретить информацию об Акаме. Я слегка расстроенно опустил голову. Мне удалось получить небольшую зацепку об Узумаки и техниках запечатывания. Даже воочию увидеть древнюю печать. А теперь мне резко обрывают данную зацепку. Что за черт? Но знаешь, об этом знают немногие, так что этот указ пока что лишь на словах. Бумаги я еще не подписал, да и с Минато на этот счет не говорил. Я понимаю. Но ты все равно должен хранить молчание, хорошо? Твои друзья уже дали на это согласие. Думаю, завтра это будет принято на официальном уровне. А сегодня у тебя есть возможность отдохнуть вместе со всеми, не так ли? Третий хитро улыбался. В своих словах он явно делал акцент на то, что указ еще не принят. Очевидно также, что он намекнул мне на временные рамки. Хитрый старик. «Да, спасибо вам», – проговорил я, улыбаясь и понимая его уловку. «За что?» – еще шире улыбнулся Хирузан. «За все. Я могу идти?» «Конечно. Хорошего вечера». Я поклонился, спокойно вышел из кабинета и, что есть мочи, понесся на встречу с остальными. Непонятно, почему Хокаге дал мне лазейку, чтобы узнать больше о сенсей, о клане, о силе и что они имели. К счастью, я не сильно опоздал. Все весело уплетали рамен. Даже Какаши набросился на еду с таким рвением, будто бы не ел несколько дней. Это вызвало улыбку на моем лице. Рин тоже веселилась от души, то и дело отвлекая сенсея и отбирая у него кусочек мясца. «Минато-сенсей, вы снова купились», – улыбаясь, проговорила она, возвращая ему украденное мясо. «О, ты опять провела меня, Рин», – смущенно отвечал учитель, неловко признавая свой проигрыш. «Кушина тоже так часто делает, но я постоянно попадаюсь на ее штучки». Ха. От упоминания о ней на лице Минато блистала кристально чистая улыбка. «Тогда вы должны сохранить место для ее ужина, разве нет?» – проговорил я, хитро глядя на тарелку сенсея. Да, конечно, но сейчас она учится готовить новое блюдо», – проговорил он, болезненно держась за живот. «Кушина идеально готовит, но когда дело доходит до экспериментов...» «Но ведь ей же важно мнение любимого человека», – сказала Рин строго. Она краем глаза посмотрела на меня, слегка покрываясь румянцем, то ли от горячей еды, то ли от смущения. «Думаю, ты абсолютно права, Рин, поэтому можешь забрать мою порцию». «Вай!» – издала она привычно милый уху звук, а затем шепнула мне на ухо. «Он опять купился? Хи!» «Я все слышу», – сказал сенсей, звонко смеясь. Рин сложила руки вместе, как бы извиняясь за свою хитрость. Я внимательно следил за сенсеем. Мне нужно было найти момент, чтобы с ним поговорить. Тут мне в тарелку упало немного мяса и овощей. Рин смотрела на меня своими карими глазами. Они блестели в лучах света, исходящего от небольших фонариков. «Ты уже съел все мясо. Тебе нужно больше белка, Обита. Кушай». «Но ведь это твое, я не могу забрать лишнего», – отнекивался я. «Ешь», – строго проговорила она. «Как медик этой команды, я должна следить за вашей формой».
Я откусил кусочек теплого и нежного мяса, что пропитался ароматным бульоном. «Кроме того», – тихо продолжила Рин, приближаясь к моей щеке, «мой любимый человек спас меня сегодня, и я очень хочу его отблагодарить». После этих слов она чмокнула меня в щеку, улыбнулась, видя, как я, смущаясь, уткнулся в тарелку, затем положила еще кусочек мяса и кивнула в сторону Какаши, что сидел справа от меня, после чего отвернулась к сенсею, вновь завязывая дружескую беседу. Какаши сидел немного сгорбившись. Его лицо без маски выглядело крайне детским. Даже холодные, я бы даже сказал, мертвые глаза не могли этого исправить. За весь вечер он отвечал односложно, а иногда игнорировал вопросы. Казалось, его интересует лишь еда. И я выдохнул и положил мясо в его тарелку. Он удивленно посмотрел на меня. В этот момент его взгляд был настолько отвлечен, что в совокупности с лицом без маски заставило меня сильно удивиться. Его губы сперва легонько дрогнули, а затем произнесли: «Ну и зачем? Ел бы сам. По-моему, в такие минуты говорят спасибо», – отреагировал я, усмехаясь. «Тогда я скажу спасибо, Рин, а не тебе». «Ха, выкрутился. И вообще, не мешай мне есть. Я думал, что сегодняшний день помог тебе многое понять», – разочарованно проговорил я, бросив попытку достучаться до него. Мы молча продолжили есть рамен. Когда тарелка Какаши закончилась, он нацепил маску назад и сказал: «Если ты о своем трепе у дерева, то я уже выразил свою позицию, но отчасти, лишь отчасти ты прав. Про то, что я сделал выводы, и они касаются не только меня, а всех нас в целом». «Да ну, ты ведь и с Хокаге об этом поделился», — сказал я слегка жестко. Какаши отвел взгляд, потом вновь повернулся ко мне и сказал: «Отчитываться за выполненные миссии — долг шиноби. Я лишь поделился своими наблюдениями. Советую и тебе говорить правду, если не хочешь попасть под наблюдение». После его слов меня отпустило. Не понимаю, на что я так среагировал. «Да, ты прав. Но всегда ли стоит сообщать некоторые вещи? Вот в чем вопрос». «О чем ты? Тебе есть что скрывать, Учиха?» – спросил Какаши, вглядываясь в меня. «Да, я скрыл, что ты дурак, Какаши!» – «Ха!» – выдал я, гордливо складывая руки на груди. «Да, ты неисправимый тупица. Эй! Ладно, хоть от тебя польза иногда бывает», – тихо пробубнил он, вставая со стула. «Уже уходишь?» «Да, смотреть на тебя еще несколько минут, и несварение желудка мне обеспечено. Любезен, как всегда», – выдохнул я. Мне удается переварить его нелюдимость, но в больших количествах это подбешивает. Честно, я не помню, чтобы в той жизни у меня были такие проблемы в общении с ним. Возможно, все опирается в конфликте лидерства между нами, но я все равно считаю его хорошим другом, каким бы самоуверенным ослом он не был. Я вытянул руку, глядя в его глаза, и проговорил: «До завтра, Какаши». Он несколько секунд смотрел на мою ладонь, затем неуверенно потянул свою. Казалось, что любой шорох, и он откажется от этой затеи, поэтому я резко и крепко сжал его ладонь. «Уже неплохо», – проговорил я с довольной миной на лице. Он ничего не ответил, отпустил мою руку, попрощался с сенсеем и Рин, после чего поплелся домой, по привычке засовывая руки в карманы. Минато-сенсей расплатился и тоже собрался уходить. Это был мой шанс. Я подошел к нему, когда он вышел из-под навеса. «Сенсей, Обита, что-то случилось?» «Да, я хотел кое-что обсудить». «Вот как? Поэтому ты целый вечер смотрел в мою сторону? Вы заметили?» «Ха, да. Сначала я полагал, что ты просто наблюдаешь за хитростью Рин, но взгляд у тебя больно серьезный. Рассказывай, что тебя беспокоит?» Я почувствовал себя неуютно, ведь я, по сути, вообще не должен был обладать информацией, что рассказал третий. «Ну, это насчет Аками». Минато стал серьезнее. Блеск в его глазах исчез. Казалось, будто взгляд этого человека может меня разрезать. Настолько он был острый. Я узнал немного. Печать ведь имеет связь с кланом Музумаки? Ты ведь втайне не читал никакие документы, Обита? Нет, мне рассказал об этом третий. Ах, вот откуда ты узнал. С облегчением выдохнул сенсей. Прости, я переживал, что у тебя могут быть неприятности. Эта информация весьма конфиденциальна. Понимаю, не волнуйтесь, я не знаю всех подробностей, лишь общие факты, но мне интересно, разве печать, тем более такая сильная, не должна сдерживать? Это довольно сложно объяснить, Обита, но я попробую, если ты обещаешь хранить это в тайне.
Я клянусь. Хорошо, печати и правда древние, многие символы и руны мне не знакомы, но расположение их на теле, в частности в месте сосредоточения всех чакры, очень похоже на модель печатей, которые использовали в клане Узумаки. Думаю, третий сказал, что я изучаю это несколько лет. К сожалению, видны недоработки. Возможно, кто-то извратил технологию или не довел до ума, поэтому Аками испытывал голод и душевные терзания. Эти создания, что были запечатаны в нем, по сути, вырвались из своих клеток и начали пожирать его чакру, сводить с ума. Ужасная сила, я понимающе кивнул. Минато выглядел грустным. Было понятно, что в глубине души он вместо Аками представлял Кушину, которая была Джинчурики Девятихвостого. Его жертва, все то, что он перенес, не будет напрасной. Эти знания помогут мне лучше понять принцип работы печати. Некоторые символы сохранили свою силу, даже после того, как ее мощь вышла из-под контроля. Может, поэтому мы все еще живы. Сейчас у меня нет возможности получить новые знания, но я не намерен предавать труд клана Узумаки забвению, покуда я жив. В глазах сенсей можно было увидеть его решимость. Он знал, как это может оказаться важно. Я мало придавал значения его мотивации, мне просто нравилась его уверенность. Но сейчас, смотря через призму прожитой жизни, я понимаю, что Наруто отражал своего отца, даже не так. Он приумножил это его качество, решимость и добросердечность. «Я верю в вас, сенсей. Если что, вы всегда можете положиться на меня», — сказал я, легонько дергая его за рукав. «Спасибо, я очень ценю это, Обита», — сказал он мягко, словно старший брат. «К слову, не провали сегодняшнее свидание, иначе я зря съем новый эксперимент Кушины». «Свидание? О чем вы, сенсей? Мы, то есть я...» — тараторил я, смущенно проворачивая голову в разные стороны. «Ха, Обита, нет нужды так переживать, твои чувства вполне нормальны, так же, как и желание не выставлять их на общее обозрение. Я, простите, просто не хочу, чтобы из-за этого нарушалась работа в команде». С чего ты взял, что так будет, Какаши? Он точно подметил, что наши отношения могут сыграть злую шутку. Минато присел на одно колено и посмотрел мне в глаза, строго и уверенно. «Послушай, Обита, твои чувства к человеку не делают тебя или ее слабее. Наоборот, поднимают на новый уровень. Сначала все мы просто команда, но проходя через трудности, радости и горе, мы сближаемся и становимся друзьями, а впоследствии семьей. Никогда не сомневайся в правильности своих чувств. Будь уверен и цени своих близких. Сколько бы сомнений не подбросила тебе жизнь, мы обязательно тебе поможем. Даже Какаши, который скрывает все это глубоко в сердце, рано или поздно увидит, как это здорово. И я уверен». «Спасибо, сенсей», – проговорил я, шмыгая носом от накатившихся чувств. «Вот, хорошо», – улыбнулся он мне. «Тогда ты уж постарайся. Это мое лично тебе задание». «Есть», – ответил я, поднимая кулак вверх. Попрощавшись с сенсеем, я вернулся к Рин. Она не приступила к еде, ожидая меня. Во время трапезы наши локти неловко соприкасались. Но сегодня я не хотел упускать своего шанса. Я сел ближе, фактически прижавшись к ней. Румянец на ее белоснежном лице вгонял в краску, но я не хотел поддаваться нерешительности. Весь вечер мы провели в разговорах, шутках и приятной еде. Я никогда не ощущал столько тепла в своей груди. Провожая ее домой, я слышал, как она напевает мелодию, что всегда ласкала мой слух. Быть может, я не смогу похвастаться страстью, что присуще некоторым парням, но зато все, что мы делаем вместе, искренне. Я стоял у ее дома не в силах опустить маленькие ладошки. Нам не нужно было слов, ведь все и так было ясно. Она прижалась ко мне. «Твое сердце стучит так громко?» – тихо прошептала она. «Еще бы. Я так переживаю, кажется, сейчас сознание потеряю. Будь увереннее, Обита». «Да, я просто не могу подобрать слов. Не надо. То, что я чувствую, это стук. Звонкий, частый, наполненный чувствами. Говорит мне больше всех слов на свете». После этого она прижала мою голову к себе и проговорила. «А вот и мой ответ». Я прикрыл глаза и улыбнулся. Ее руки нежно поглаживали мои волосы, а девичье сердце так же сильно, как и мое.
Мне хотелось, чтобы этот миг продолжался вечно, но мама Рин, что вышла на крыльцо, улыбнувшись, позвала дочку домой. Я покраснел, выпрямился, словно струна, и почтительно наклонился. Она шепнула что-то на ухо маме, и та засмеялась в кулак, после чего стала подниматься по лестнице. Рин быстро обернулась, подбежала ко мне, чмокнула в губы и резко убежала, махая рукой. Так я и стоял несколько минут, чувствуя, что мое тело мне ныне не подвластно. Какое же все-таки это сильное дзюцу – любовь. Продолжение следует.